Всем привет! Сегодня предлагаю проверить, реально ли прожить целый месяц на $100 в Уругвае. Я имею в виду $100 только на питание. Предупреждаю, что в этом видео я попробую прожить одну неделю на $25. И если мне удастся это сделать, то теоретически возможно прожить месяц на $100 в Уругвае. Это своего рода эксперимент, в котором я попытаюсь сбалансировать питание, не тратить лишнего, есть вкусно и разнообразно. Ну, давайте начинать, что ли. Начинаю я свой эксперимент с субботы 2 августа. Почему именно с субботы? Все просто. Суббота – это день рынка в Пиреаполисе, а как вы уже знаете из моих предыдущих видео, на рынке можно найти продукты по самым выгодным ценам. Там, как правило, все дешевле, чем в супермаркетах, и именно там выгодно делать закупку на всю неделю. Может показаться странным, что рынок работает всего лишь один день в неделю, но такова система в Уругвае, что рынок работает всего лишь один день в неделю и в каждом городе по-разному. В Пиреаполисе и это суббота, а в Мальдонадо – воскресенье. И получается, что у людей есть всего лишь один день, чтобы сходить на рынок в своем городе. На рынке я покупаю картошку – $1.50 за килограмм. Помидоры – $1.10 за килограмм. Лук – $2 за килограмм. Петрушка – 75 центов за пучок. Buenas, para 125. Para pesar, 5, 130, 140, 150. Tiro 5. Muchas gracias. Сыр – $8.72 за килограмм. Poco eso. ¿Qué más? Nada más, solamente 200 gramos. 220 gramos tienes ahí. 290 gramos, chicos. Sí, bien. ¿Cuánto? 80 pesitos. Muchas gracias. Овсянка – $1 за полкило. Изюм – 75 центов за 100 грамм. Bueno, nosotros llegamos a San Carlos y de San Carlos para adelante ahí empezó a llover, yo vi todo el camino. Somos bien guapos. Muchas gracias. Алло. И куриные яйца – 12 штук за $2,5. По дороге домой я еще зашел в магазин под названием Депозита за мясом, потому что в этом магазине одни из самых выгодных цен именно на мясо. Из мяса я покупаю куриный окорочок по $2.75 за килограмм, говяжью печень по $3.64 за килограмм и куриные крылья по $2.25 за килограмм. ¿Qué más? Nada más. 500. 238. Muchas gracias. Дальше я отправляюсь в другой магазин под названием Эльдорадо. А все потому, что некоторые магазины сражаются с рынком за клиентов. Обычно с субботы по воскресенье магазины делают большие скидки на некоторые продукты. Зачастую они стоят дешевле, чем на рынке, поэтому выгодно заходить в магазин после похода на рынок или до похода на рынок, чтобы посмотреть на цены и сообразить, что стоит купить на рынке, а что выгоднее купить в магазине. Именно так я и сделал до рынка. Я зашел, посмотрел, что дешевле и что на рынке я покупать не буду. Сегодня в Эльдорадо были дешевые апельсины по 72 цента за килограмм, которых я взял почти 3 килограмма.
Еще я беру муку по скидке, так как хлебобулочные изделия в этом месяце нам не по карману. Покупаю макароны 800 грамм за $1.37. Молоко 2 пачки за $2. И 2 морковки за 20 центов. Muchas gracias. В итоге на рынке я купил картошку кило 100, помидоры кило 200, лук 250 грамм, петрушку 1 пучок, сыр 290 грамм, 12 яиц полкилограмма, овсянки и 100 грамм изюма. Потратив на это $10. В депозита за $5.93 я купил полкило куриных крыльев и говяжьей печени, а также 1 килограмм куриного окорочка. И в Эльдорадо я потратил $6.63 за все. Все, что вы сейчас видели, обошлось мне в $22.58. Всеми этими продуктами я собираюсь питаться первую неделю. После похода по магазинам я начинаю готовить себе первый завтрак из 70 грамм овсянки, немного изюма, 2 вареных яиц и 30 грамм сыра. Также к завтраку я решил сделать свежевыжатый сок из 2 апельсин. На обед я делал себе суп из куриной ножки, картошки, морковки, лука и макароны. Еще я испек себе домашний хлеб на 70% состоящий из белой муки, что я купил в Эльдорадо. Но также у меня дома было немного интегральной муки, она стоит примерно столько же, сколько и белая мука. И я добавил всего лишь 100 грамм в тесто, чтобы хлеб получился темноватый. И цену этих 100 грамм я, конечно же, добавлю в конечный итог. На ужин я сварил макароны и пожарил к ним куриное бедро и нарезал немного помидора. У меня дома до начала эксперимента еще было полбутылки подсолнечного масла, но за неделю я даже половину этого масла не потрачу. Поэтому я запишу 50 грамм подсолнечного масла в расходы. В воскресенье на завтрак я решил сделать яичницу с помидором и петрушкой. На обед я доедал вчерашний суп, и на ужин я сделал себе вареники с жареным луком. На завтрак в понедельник я опять решил пожарить яичницу с помидором и петрушкой. Также у меня изготовился самодельный кефир. Собственно, для этого я и брал 2 пакета молока. У меня дома есть кефирный гриб, который мне очень давно достался бесплатно от знакомых, поэтому кефирный гриб бесплатно. Поэтому на завтрак у меня была яичница с кефиром. На обед я разогрел макароны и сделал печеночные котлеты. А на ужин я ел жареную картошку. На завтрак я ел то же самое, что и в субботу. Овсянку с изюмом, вареными яйцами, сыром и апельсиновым соком. На обед я ел макароны с печеночными котлетами и помидором. И на ужин я доедал вареники, которые налепил еще в воскресенье. В среду на завтрак я ел яичницу с помидором, петрушкой, сыром и 2 кусочками хлеба. Сегодня я обедаю и ужинаю одним шашлыком из 3 крыльев и небольшого количества вареной картошки. В четверг на завтрак я ел овсянку с изюмом, сыром, но уже без яиц.
На обед мне пришлось докупить риса за 75 центов за 500 грамм и приготовить плов с небольшим добавлением куркумы, которая у меня также была до этого. Но добавил я ее совсем чуть-чуть, поэтому он немного желтый. На ужин я пожарил последнее крыло и сварил макароны. Пятница. Последний день моего эксперимента. Сегодня на завтрак я ем 70 грамм овсянки, немного изюма, 30 грамм сыра и пью апельсиновый сок. На обед рис с окорочком. А на ужин 2 бутерброда с плавленным сыром, 2 вареных яйца и кефир. Ну что, за неделю я потратил $23 и 38 центов, и это с учетом того, что у меня осталась целая пачка макарон, то есть 400 грамм, и полукилограммовой пачки риса. Я считаю, что мой эксперимент удался, и реально питаться на $100 в месяц в Уругвае. Ну что, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и всем пока!